Всем привет! Вас ждет очередной влог из Аргентины. В этот раз мы прогуляемся по городу, насладимся вечерним Буэнос-Айресом. Расскажу про предстоящий переезд, воровство в городе и, конечно же, будет много-много малышки. Я забрала стирку, она там лежит в коляске. Вот это очень удобно, на самом деле, с коляской, что можно туда кучу всего наложить. Муж сегодня мотался в несколько мест, поэтому он не захотел с нами сегодня идти гулять. Мы гуляем вдвоем, у нас девичник в парке. Я взяла себе кофеек, взяла еще вот, не знаю, видно, не видно, печеньку вот тут у меня в пакетике лежит, очень вкусная, я такие люблю, она такая, в общем, это альфахор с фисташкой, не знаю, видно, не видно. Вот так она выглядит, вот, очень вкусная, в общем, я люблю такие. Вот кофеек. В этом месте брала. Здесь мы тоже частенько берем с собой кофе, ну, либо просто сидим в кафе, там тоже пьем. Неплохо делают, ну и десерты у них тоже вкусненькие бывают. Малыш пока спит, но она сегодня достаточно активная. Сегодня как раз она перевернулась, мы с ней вышли погулять в парк. Погода вообще шикарная, очень тепло, солнышко, зелень, в общем, на природе, я думаю, что классно. С ней любимая ее сейчас вот игрушка, это вот эта вот книжка-шуршалка. Она с ней даже вот именно в коляске любит тоже поиграть. Мы меняем сторону, то с одной стороны, то с другой ее как бы оставляем, и она как раз тянется ручкой и ее любит терзать. Вот. Но сейчас она засыпает, потому что сегодня я ее помучила достаточно как бы неплохо. Мы с ней лежали и на животе, и с гимназиумом тоже играли. В общем, время прошло не зря. Этот парк почему-то не сильно популярен у местного населения. Здесь обычно очень мало людей, но здесь достаточно зелено, на мой взгляд. Можно приятно посидеть на лавочке и провести время. Ну а так мы уже достаточно большие, нам уже идет 4-й месяц, получается. 3 вот недавно отметили. В плане умелок, конечно, она молодец, мне кажется, хорошо развивается. Вот. Мы стараемся ее тоже всячески развлекать, чтобы она тоже как бы прогрессировала. С ней играем, в общем, занимаемся, конечно. Это доставляет удовольствие, потому что она как-то реагирует, становится интереснее, поэтому заниматься с ней тоже как бы в радость. Единственное, конечно, когда вот ей нелегко, когда там были колики, вот, естественно, тоже переживаешь и уже не знаешь, что сделать, чтобы как бы тоже стало легче. Так, вроде все хорошо. Завтра как раз идем еще к педиатру. У нас плановый как раз поход должен нас направить на прививки. Пойдем делать, там, по-моему, одна штука в этом месяце будет делаться, но все равно в общем, сходим, сделаем прививки после этого. Вот если вдруг он что-то еще посоветует, что-то скажет, что нужно будет сделать, то и это тоже, в общем, пойдем делать. Но пока в плане как бы развития вроде все хорошо у нас идет. Тоже смешная такая, посмотрим, сколько она будет весить, потому что я немножко переживаю. Визуально как-то кажется, что она вроде как не очень много набирает, но вроде пухленькая, в общем, не знаю. Свешивала как раз на наших весах, но они не такие точные. Вроде как все ок, но посмотрим точнее уже у педиатра. По росту, мне кажется, у нее сейчас будет 60 сантиметров, вряд ли больше, в общем, не знаю. Я тоже на нашей линейке измеряла, вроде 60 есть. Хотела рассказать еще одну историю, которая произошла вчера. Вот за 6 месяцев в Буэнос-Айресе мы ни разу с этим не сталкивались. И вот буквально у нас вчера на глазах произошло воровство. Мы слышали о том, что да, такие случаи как бы есть. Естественно, мы ходим тоже на стороже, просто так не зеваем, вот стараемся с умом доставать, допустим, телефон. Перед нами вчера шла такая как бы компашка, там как будто семья, да, то есть как бы жена, муж и маленький пацан. И мы идем, смотрим, какие-то они странные, вот, то есть напоминают каких-то вот таких вот местных бомжей, но вроде одеты прилично. Вот и так как бы сразу не сообразишь. Но поведение их как бы, да, выделялось на контрасте со всеми остальными людьми. И они идут такие, как хозяева, в общем, дороги. А пацан там всюду бегает, там что-то как бы делает, прыгает всюду. И мы следим как бы за ним, что как бы он делает. И он как бы подлетает к девушке, которая как раз достала телефон, пытается вырвать у нее из рук. Мы такие офигели, и он взял, поскакал как бы дальше. А до этого мы как раз заходили в наше кафе позавтракать, ну, как бы любимое, и пытались зайти, а там дверь закрыта. Думаю, как странно. Они нам буквально через секунду уже открыли ее, но она была заперта. Мы тоже подумали, как удивительно, раньше же было все открыто, а сейчас почему-то закрыто. С чего вдруг? Оказывается, в общем, глядя на этого парня, он просто взял, забежал в кафе, быстренько подрезал там висящую на спинке стула куртку девушки. Там никто ничего не заметил, и он просто выбежал с этой курткой и поскакал дальше. То есть просто берут, вот так вот с дороги забегают, что-то крадут и убегают. Вот. Ну, как бы я тоже слышала о таких случаях, но когда ты видишь это наглядно, как бы, да, у тебя есть все перед глазами, в общем, это по-другому ощущается, конечно. Как-то так.
Сейчас пойдем дальше в другой парк, наверное. Хочется еще подольше сегодня погулять, потому что солнышко волшебное. А еще я очень обожаю такой свет, он такой теплый, создающий какое-то такое очень приятное, хорошее настроение. Ну и конкретно вот это вот дерево меня просто покорило. Посмотрите, какие красивые лепестки. Они так атмосферно падают. В общем, мне кажется, невероятнейшая красота. Сколько же в природе есть невероятных, потрясающих, завораживающих моментов. Кстати говоря, у меня здесь есть фанаты пеших прогулок. Я знаю, что не все могут как бы наслаждаться, прогуливаясь по городу. Вот вы в каком лагере? Вообще, мне очень нравятся все вот эти вот парки, которые находятся рядом с той квартирой, которую мы сейчас арендуем. Поэтому я надеюсь, что я даже, когда мы переедем, все-таки буду и до них тоже, ну, как бы, когда-нибудь выбираться и сюда. В общем, я планирую. Хотя у нас там тоже должно быть несколько рядышком таких новых других парков. Вот тоже буду исследовать, проверять. Вот в одном мы уже были, в принципе, достаточно такой неплохой, тоже достаточно уютный. Так что он мне тоже нравится. Вот в нем я точно буду гулять. Вот один у меня есть на примете. Вот, а так все, которые здесь рядышком, я их уже тоже полюбила, поэтому буду скучать. Надеюсь, что будут такие у меня вылазки. Правда, здесь достаточно все равно долго будет идти. Как минимум вся эта вылазка уже будет как такая значительная прогулка. Но я надеюсь, что, в общем, такие моменты будут происходить. Сейчас планирую тоже сделать кружок по этому парку. Это вокруг парка Рос, где водичка. Сделаю такой кружок и пойду тоже домой. Ну а так я хотела еще сказать, что мне уже не терпится переехать. Мне очень нравится все, что мы как бы, да, как-то обустроили. Мне кажется, получилось достаточно мило. Хочется уже... Я уже представляю, как будет происходить мое утро, как я сяду за этим круглым столом, как я сделаю себе чашку кофе. Плюс есть такие моменты, которые я уже давно откладывала, как почитать книжку просто спокойно совершенно, да, в каких-то таких приятных условиях. Либо порисовать на планшете, вот тоже очень хочется. Сейчас не знаю, слышно, не слышно, потому что здесь самолеты и птицы. Вот, надеюсь, что меня все-таки слышно. Хочется, в общем, почитать спокойно, порисовать, поэтому надеюсь, что я тоже это сделаю. По крайней мере, прочитаю точно. Вот у меня с собой несколько бумажных книг. Что-нибудь сесть, в свое удовольствие, наконец-то просто спокойно провести какой-то такой день с книжкой. Ну, конечно, не забывать при этом гулять. Вот хочу все равно выбираться каждый день, потому что в любом случае Эми у нас лучше спит, когда мы с коляской прогуливаемся все, поэтому нельзя исключать такие моменты. Но мне пока сложно представить, насколько вообще может быть холодно в Буэнос-Айресе. Готовлюсь к этой прохладе, но все еще жарко. У нас сейчас 24 градуса, поэтому вообще в футболке вообще отлично. Надеюсь, что так будет подольше. Тепло я все-таки люблю. Плюс сейчас такая достаточно комфортная обстановка, такая приятная погода и для прогулок, вообще и для всего. Вот. Поэтому, насколько я понимаю, что вообще, когда будет холодно, здесь прям вот все самое плохое это из-за ветра. Питер, может быть, я так понимаю, как в Питере. Но в Питере мне обычно ужасно холодно. Надеюсь, что здесь не так. Но посмотрим, как будет в итоге. Переезжать мы будем прям вот конкретно совсем через неделю. У нас на этой неделе должны привезти такие диван и кровать. Наконец-то. Конечно, в Аргентине все как бы в своем амплуа. Все всегда идет не совсем так, как мы привыкли. Везде, конечно же, были какие-то определенные сроки на доставку, и мне кажется, я не могу вспомнить того, кто бы их не нарушил. Вот, что кровать, что диван, что мебель, все, естественно, как бы привозилось дольше, нежели чем нам обещали. Но я надеюсь, что все-таки вот на как бы этой неделе мы дождемся и кровати, и дивана, что они все-таки приедут. Плюс мы заказали еще в отдельном месте зеркало. Оказалось, что у нас нет зеркала в ванной, и зеркало нужно. Вот, поэтому будем... Заказали как раз такое, которое я хотела тоже с подсветкой. Надеюсь, что впишется тоже неплохо. По крайней мере, в этой квартире должно быть достаточно комфортно существовать, учитывая, что у нас в арендной был ужаснейший просто диван. На нем невозможно сидеть, поэтому я хочу... В общем, жду не дождусь, когда мы переедем, чтобы насладиться и диваном, и столом, в общем, в какой-то такой обстановке, которая как бы создавалась под нас, должна быть, в общем, удобной. Это небольшой парк, который находится вокруг парка Рос. Здесь всегда можно встретить гусей, которые не против полакомиться чем-нибудь вкусненьким. Здесь очень много тех, кто любит заниматься спортом. Всегда можно встретить либо бегунов, либо роллеров, велосипедистов, скейтбордистов, футболистов. Здесь каждый найдет себе спорт, в общем, на любой вкус.
Мне же здесь нравится просто прогуливаться, либо мы как-то создавали такой мини-пикник, что тоже очень приятно. Можно так расположиться на природе, наслаждаться. В общем, все располагает к приятному времяпрепровождению. Еще хочу вернуться к какой-то своей привычной пище, потому что кофе с медиалунусами на первый прием пищи, конечно, это привычно так для Аргентины, но, наверное, не совсем привычно для меня, плюс не совсем полезно. Хотелось бы тоже вернуться хотя бы к своему весу прежнему, который был до беременности. Так что в моих планах еще как-то немножко последите за питанием своим. Плюс я обычно обожаю завтраки, они у меня вкусные. Так что пора переходить, мне кажется, на что-то более полезное. Буду, по крайней мере, стараться, хотя медиалунусы, от них отказаться очень тяжело. Плюс у меня еще есть любимые кофейни, теперь новые, в том месте, где мы теперь будем жить. Даже две, я бы сказала, кофейни. Но я надеюсь, что я смогу как-то взять себя в руки. Будем стараться. Посмотрим, что будет получаться. Ну, я надеюсь, что, по крайней мере, то, как я создала, да, какое-то пространство на кухне для себя достаточно комфортное, вот это будет меня стимулировать. Смотрите, какие офигенские деревья, какие тут ветви, просто обалдеть. Ну и мы уже вечер, мы собираемся как раз домой. Вот, вроде нагулялись, она поспала. Все, уже загораются фонарики. Смотрите, так по-вечернему атмосферно. Ну и мы потихоньку с моей крошкой, с моей булочкой движемся в сторону дома. Кое-кто не сдается и всячески пытается освоить навык переворота. Очень усердно. Давай, давай. Но пока это не так легко, как кажется. Очень здорово, что она так усердно все это пытается сделать. В общем, заценили мы Джонис. Они, конечно, мощь. Они гораздо лучше, по крайней мере, чем хаггис, которые мы здесь покупали. Во-первых, сразу бросается в глаза, что они на ощупь совсем другие. Они очень нежные, очень приятное тело. И они выдержали просто-напросто атаку какахами, вот, потому что дочка решила таки оторваться по полной. Если у нас с хаггисами обычно все плохо, то есть они прям вот пропускают, протекают по краям, то здесь они прям вот выдержали, все оказалось внутри, ничего не вытекло. В общем, жаль, что их тут нет. Всем привет! У нас сегодня плановый поход к педиатру. Посмотрим, сколько она набрала ли она вообще. Вот, надеюсь, что да, какой у нее рост, вес, в общем. Ну, мы как бы замеряли так, сами. Но у нас весы не точные, поэтому будет интересно как бы уже точнее узнать. Сейчас зайдем как раз в кофейню, как обычно мы не можем без кофе. Ну и, кстати говоря, врач нас должен направить будет на прививку. У нас в этом месяце должна быть, насколько я поняла, одна прививка. На прививку мы пойдем уже в пятницу. Вот. Так что планы какие-то такие. А малыш вот едет в коляске, бодрствует. А сейчас у нее любимая игрушка — это вот эта вот шуршалка. Книжка-шуршалка. Ну и посмотрим, что еще, в принципе, скажет врач. Вот он всегда дает какие-то рекомендации, советы. Что, ну, в общем, очень приятный, на самом деле, педиатр. Зайдем тоже в новую кофейню. Она здесь буквально прямо рядышком от больницы самой. Попробуем, как кофе там. Мы любим экспериментировать, заходить в новые места, поэтому идем туда. Ну а мы почти дошли. Вот уже виднеется то самое кафе, куда мы собираемся пойти на завтрак. Да. Снаружи выглядит достаточно приятно. Есть большая витрина с различными десертами, выпечкой. Ну а мы, чтобы определиться с тем, что же именно мы хотим, решили посмотреть меню. Шуршит, шебуршит. В целом располагаться за столиком здесь достаточно приятно. Ее опять комарик укусила. Каждый раз не знаю, одевать москитную сетку или нет. Вроде их не видно. Хочется, чтобы она как-то на воздухе побыла. Но ее все равно кусают. У меня сегодня занятие испанского, поэтому нужно успеть как раз сходить к врачу, чтобы потом пойти уже как раз на занятия. Скоро должен закончиться как раз второй курс. Но я пока что смелее говорить не стала. Вот. Думаю, насчет разговорного клуба. Посмотрим. Энное количество времени ожидания нам наконец-то принесли еду. Пока что совершенно не могу отказаться от медиалунусов и кофе, потому что это так вкусно. Ну а мы уже дошли до клиники, мы ходим к педиатру в Тринидад. И тихонечко сидим, ожидаем приема.
Ну что, мы сходили к педиатру. Мы прибавили, у нас сейчас ровно 6 килограмм вес, вот, но педиатр сказал, что нужно все-таки больше, потому что в прошлый раз я набрала где-то половину своего веса, а сейчас 25%, вот, поэтому нужно побольше. В общем, буду в очередной раз стараться ее побольше кормить. Вот, остальное все хорошо. 60 сантиметров, как я и говорила. У нее рост, вот, посоветовал нам как раз крем еще от москитов. Вот, сказал, что, правда, с ним сейчас дефицит, но попробуем его найти. Ну и выписал нам направление, естественно, на прививку. Относительно прививки пойдем в пятницу. В общем, какие-то такие дела. Ничего такого прям вот серьезного. Но главное, что все хорошо. Небольшой отзыв о том кафе, в котором мы были, в котором мы завтракали. Мы заказали себе набор 3 эмпанадоса, муж взял еще буррито и 2 медиалумуса и кофе. Кофе оказался не очень, сразу начнем, да, с плохого. Вот, медиалумусы ничего, но мне хотелось бы, чтобы их немножко подогрели в микроволновке. Мне кажется, они были бы так, как будто бы, да, из печки такие свеженькие. Буррито сказал обычный, эмпанадосы могли быть и лучше. В общем, как-то так. Поэтому, так как кофейна мы не насытились, мы идем еще в уже привычную кофейню взять чисто кофе, потому что хочется насладиться. Кофеек, булочка, и мы идем домой. Стараюсь, когда она лежит на коврике, ставить ей вот так вот книжку. Там достаточно яркие картинки, и она с удовольствием их разглядывает. И что это такое-то? Ага. Ты мой озорник? Ты мой озорник, 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 да? Озорник, 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 озорник. А это, походу, приехали наши диванчики. Муж мы там воспринимаем. Ну что, приехал диван. На самом деле он очень огромный. Я думала, что он будет меньше. Вот, но как-то так. В любом случае, мне нравится. Едем домой. У нас сейчас уже стало прохладно. На следующей неделе вообще должны быть еще дожди. Мы когда только заехали в съемную квартиру, у нас строили площадку. И вот, наконец-то, она готова. И здесь столько людей. Сколько же детей там бегает. Я после занятий испанским решила пойти с булочкой еще немножко прогуляться в парке, потому что она лучше всего спит все равно в коляске, а если, допустим, она не доспит дневную какую-то норму, она потом достаточно нервная, ее сложно укладывать, поэтому я решила, что все-таки с ней еще чуть-чуть прогуляюсь, чтобы как раз там лучше спалось. Ну и плюс она сейчас такая достаточно капризная, мне кажется, у нее вернулись колики, вот, поэтому немножко тяжеловато. Нас ждет прививка завтра. Надеюсь, что она пройдет полегче. Ну а так вот она спит с сладкой булочкой, вот такой вот лежит. Помните, я говорила, что она сделала супер переворот? Пока что это не повторялось. Вот, видимо, это была случайная акция, не знаю, либо, может быть, вот из-за коликов вот этих, которые сейчас ее беспокоят опять снова. Она такая беспокойная, поэтому ей вообще не до того. Она, конечно, пышется, ей вообще, в принципе, сейчас больше нравится лежать на животе. Но вот переворота дополнительного у нас пока что больше не было. Так что жду еще раз повторения. Не знаю, когда это произойдет. Надеюсь, что это было не просто так. Но посмотрим. Ну а так я уже 2 месяца хожу, учу испанский. И на самом деле лучше не стало. Я не знаю даже, когда будет лучше. Вот, наверное, конечно, стоит дополнительно еще заниматься. У меня времени пока что не так много, в общем, не хватает. Мы, типа, как бы, получается, переезжаем, плюс булочка, да, в общем, времени я нахожу только чисто, когда вот именно на сами занятия хожу. Какие-то моменты, да, стали понятней, но у меня даже проблема, мне кажется, что и с английским, когда наступает момент, когда нужно что-то сказать, я теряюсь, вот, поэтому, наверное, стоит походить еще в какой-нибудь разговорный клуб. Мне кажется, это тоже поможет, да, как-то больше практиковаться, находиться, да, не теряться. Но вообще мне нравится, в принципе, испанский. Он мне нравился даже, когда мы начинали как бы учить его в школе. У нас было не так много занятий, как бы, да, в школе в плане испанского, но тогда мне он уже как бы приглянулся. Вот, если английский я терпеть не могла, вот, то испанский мне нравился и как звучит, и мне он казался более понятным. Сейчас, конечно, ты узнаешь больше, и какие-то вещи становятся сложнее, вот, но все равно как бы именно какие-то моменты неприятнее от этого не становятся. То есть меня это достаточно увлекает. Но самым большим открытием, пожалуй, в плане испанского стал, наверное, мой муж, потому что он настолько увлекся этим языком. Он прям, мне кажется, фанат какой-то испанского. Прям изо дня в день маньячит, что-то там учит, слушает песни, фильмы смотрит.
ему прямо, мне кажется, очень нравится язык. Хотя раньше, когда я ему, мы путешествовали и говорила, что испанский вообще классный, что он выглядит достаточно легким, вот он так скептически относился. Сейчас он прям вот тащится от языка. Очень, на самом деле, прикольно смотреть за тем, как он там что-то говорит на нем. Вот, потому что у него, он ходит дольше, естественно, да, учит язык, у него получается гораздо лучше. Его, кстати, очень часто хвалят, удивляются, что он учит всего там, типа, 3 месяца, что так прям хорошо говорит. То есть, когда он начинает общаться на испанском, не сразу кто-то, да, может понять, что он не местный, его хвалят обычно. А как я уже говорила, что у нас завтра прививка, надеюсь, что она пройдет без температуры. Вроде там одна, пока что в парке. Она, кстати говоря, он уже проснулась, вот, поэтому сейчас буду как раз завершать нашу прогулку, пойду домой. Сделаю, наверное, какие-нибудь тосты с авокадо. Я сейчас купила классный авокадо. Хочу как раз со сливочным сыром сделать и перекусить. Она так смешно смотрится, она очень смешно смотрится в этом костюме, как плюшевая игрушка на самом деле, вот. Да, зайка? Лежит такой плюшевой минишкой, да? Плюшевой минишкой лежит. Сладенькая она, проснулась, глазки трет. Вот, конечно, хотелось бы, чтобы она подольше поспала, наверное, сейчас будет все равно немножко ворчать. Муки переворота. Да, очень хочется на животном, очень хочется, но никак, да, никак не получается. И рука никак не может вылезти изо рта, да. Хочу перевернуться, но чтобы еще ее и есть при этом. А так, конечно, нам нравится, скажи, да? В перевернутом состоянии мы прям все. Сколько интересного, да? В восторге, да, в восторге. Да, заяц? Что тебе больше всего нравится? О, да? Да? Да. Хорошо, тогда интересно смотреть. Сколько всего. Вот, смотри, какой выбор книжек. И такая, и другая, и третья. Выбирай, что хочешь. Да, заяц? Что нравится-то больше? Что тебе больше-то нравится? Я люблю больше по сторонам. Книжки мне интересны, мне нравится больше, что вокруг. Да? О, все, падаем. Оп. Где? Упали. Добралась до своей любимой шуршалки. Это, наверное, кстати, любимая сейчас игрушка. Удивительно. Наше любимое занятие в последнее время. Лежать на коврике. Вот, обязательно на животе, потому что на животе нам нравится. Вот, можно все разглядывать. Кстати говоря, сейчас она хотя бы разглядывает именно свои игрушки, да, вот эти вот книжечки. Потому что обычно ей больше нравится смотреть просто по сторонам. Ты что за грехом? О, мой дракончик, да? И мой дракончик. Не моя грекуня, а? Сидим с моим мышонком, ждем пиццу и кофе. Должны были идти сегодня делать прививку, но у нас появились другие дела, вот поэтому, скорее всего, прививку пойдем делать в другой день. Сегодня уже, скорее всего, не успеем, да? Нравится ей смотреть в окошко. В окошке больше интересного, скажи, да? Ой, это ты. Для нас это пока место с самой вкусной пиццей. Что, малыш уснул? У меня здесь кофеек вкусненький. Пицца, которую уже кто-то начал кушать. Вот. Это мы уже брали вкусное. У нас сегодня организовался такой вот случайный шопинг. Зашли вот в этот магазинчик и присмотрели несколько вещей для малышки. На обратном пути ехать в коляске она уже не захотела, поэтому пришлось нести ее на руках. На руках ей очень нравится, она любит все разглядывать, смотреть по сторонам. В общем, очень довольная всегда. Хотела как раз еще для малышки купить что-нибудь потеплее, еще какую-нибудь дополнительную шкурку, чтобы на улицу как раз выходить. Вот, и мы зашли в магазин. Он у меня был давненько на примете, хотелось посмотреть, что там есть. Плюс мне там понравился один такой, как бодик с длинным рукавом, вот, с мишкой. Вот, поэтому я хотела тоже его прикупить. Вот, и мы зашли, собственно, в него, вот, в пакетик. Сейчас я вам покажу, что мы купили. Кто-то лежит уже, радуется покупкам, да, скажи? Мне нравится то, что мы купили, да, заяц? Сейчас будем примерять сейчас будем.
Так, давай смотреть, что там у нас. Дай посмотрю. Дай покажу людям. Покажу, что мы купили. Ой, нам нужна другая ручка, кажется, да? А там все заклеено, оказывается. Что ж, купили мы 3 вещи. Все это обошлось нам где-то в районе 6000 рублей. Вот, во-первых, это вот такая вот штучка. Вот, мы взяли немножко по размеру побольше, чтобы как раз, учитывая, что она подрастет, чтобы нам еще этого подольше хватило. Вот сейчас буду как раз мерить, как это в ней, с таким вот капюшончиком. Тоже это будет как мишка такой. Выглядит вроде симпатичненько. Сейчас будем тоже мерить. Потом я вот хотела как раз вот этот вот бодик с длинным рукавом хотела. Такой вот тоже с мишкой. Тоже должен быть побольше нам. Но очень мне он нравится. Симпатичненький должен быть. И помимо него я еще взяла вот такие вот, как комбинезончик. Тоже, мне кажется, классненько смотрится. Вот очень качественно выглядит. Тоже должен смотреться прикольно. Мне нравится, что он такой, как... В общем, прикольный, с таким вот интересным принтом современным. Все в таких нежных тонах. Вот должно быть тоже прикольно. Малыш счастлив. И мама тоже довольна. Так, комбинезончик, да, малыш? Ну, он нам пока что великоват немножко, но мне кажется, что как раз, учитывая, как она растет, вот скоро будет впору. Вот мне очень нравится, как он смотрится. Мега качественный, прям вот вообще очень тащусь от того, как он выглядит, да? Малышу тоже нравится. Вот прикольно, что здесь все регулируются пуговки, то есть он потом, когда еще станет, когда станет еще побольше, он нам все еще будет окей. Вот тоже здесь все регулируется. И здесь вот тоже пуговки расстегиваются, чтобы поменять подгузник. В общем, прикольно. Но чисто теоретически я думаю, что можно подвернуть вот так. И тоже будет вполне себе очень даже миленько. Да, заяц? Дай мне ручки свои покажи. О, вот так вот, да. Да-да-да. С носочками, мне кажется, прикольно все равно. Ну, учитывая нашу любовь к большим размерам, мне кажется, вообще отлично. Вот как раз есть запас, прям, мне кажется, даже на 2 размера. Ну, как бы, учитывая, как она быстро растет. Вот, мне кажется, шик. Особенно мне нравится этот принт. Очень хорошо ей. Мне кажется, да? Заяц, ты рад? Ты рад, заяц, а? Она, кстати, очень любит переодеваться, вот вообще никогда не плачет. Ей прям в кайф. То есть как бы ты ни одевала, через голову, там, типа, через низ, через верх, ей все равно. Ей нравится сам процесс. Вот совершенно спокойно к нему относится, даже, типа, веселится чаще всего. Ну что за прелесть, а? Что за прелесть, а? Ой. Да, заяц, ты моя прелесть. Моя прелесть. В общем, мне кажется, что классно. Заяц, да, заяц мой. Заяц, заяц, заяц. Это не мишка, а какой-то монстрик. Да? Какой-то монстр. В общем, мне кажется, прикольно смотрится все вместе. Да? Милота прям, да? Заяц. Зайцу нравится? А? Нравится зайцу-то, а? Вот так вот мы. С такими вот ушками мы. Блин, очень мне нравятся эти вещи. Прикольно, конечно. Кстати, вот эта штука напоминает, у меня была такая кофта. В ней ходила, типа, тоже, типа, как раз, по-моему, была тоже с ушками. В общем, очень прикольно. Да, прям вот вообще такая же. Мы с ней прям в одинаковых. В общем, все померили, по-моему, очень классно. Я очень довольна, удобно, и мне нравится качество вещей. Очень, мне кажется, ну, как бы все хорошо сделано, должно прослужить. Когда у меня не получается ее уложить, за дело берется всегда муж. Сегодня мы вышли в новом наряде. Нам на квартиру привезли зеркало. Ну и сегодня мы будем доделать всякие мелочи, которые еще не успели. К нам как раз еще приехала кровать. Вот она. Такой вот матрас. Матрас у нас жесткий. Мы любим спать так, чтобы было потверже. И он крайне приятный на ощупь. Очень выглядит так качественно. Так, я наконец-то смогла увидеть, как мы это делаем. Вот, это наш 3-й переворот, который я наконец-то смогла увидеть своими глазами. Здесь у нас, правда, валяется салфетка от слюнок, и мы все руки у нас в слюнях, да, малыш? Но я видела, как это было. Я их, правда, походу не сняла, да, я смотрела. Но в следующий раз я попробую еще раз подснять. Но, в общем, мы решили повернуться. Да, заяц? Ну и куда ж мы без нашей любимой игрушки? Почему бы не пошурханить, да? Шурханит. У нас наконец-то в ванной появилось зеркало. Вот это, собственно, оно. Вот так оно выглядит. Такое с подсветкой. Как-то так.
С ним тоже приключилась достаточно весьма забавная история для Аргентины. Вот, мне кажется, вообще это как бы норма. Не могу сказать, что у нас ну, как бы с каждой доставкой, которая у нас была, происходило что-то уникальное. И поэтому, когда нам сегодня позвонили в 9 утра, когда мы договаривались на доставку данного зеркала в 2, мы как бы были не удивлены. Хотели нам привезти его в 9, в 12, но в 2 уже не успевали. То есть в 2 не могут привезти, хотя мы просили с двух. Пришлось попросить как раз наших соседей, чтобы они получили зеркало. Они как раз это сделали, поэтому благодаря им у нас сегодня есть зеркало. Это, конечно, как бы вообще... Я не понимаю логику аргентинцев, которые, ну, как бы у нас просто была такая же ситуация с мебелью. Почему-то приехали раньше, хотя вот указано совсем другое. Кто лежит булочкой? Кто булочкой? Шторы у нас вот появились, вот такие вот. Сейчас как раз уже вечер, в принципе, они хорошо так затемняют. А утром они просвечивают. Ну, типа, днем они немножко так просвечивают, и получается как дневной свет. Вот кто тут у нас лежит. Вот постелила кроватку нам, чтобы в среду просто прийти и не застилать ее. Купили, наконец, нашли, как называется, на матрасник, короче, с слоем, который типа от влаги, чтобы она типа вдруг написывает нам на кровать, чтобы на матрас не пострадал, да, малыш? Нашли, как он наконец называется, и нашли контору. И на кухню мы купили, поставили отдельно вот такой вот кран. Мне кажется, что очень удобный, классный. Постелила наконец-то как раз нам свежее постельное белье. Так что приедем, когда, в общем, в среду будем переезжать, вот можно будет сразу лечь спокойно, поспать, ничего стелить не нужно будет. Вот, так что я уже готова. Вот малыш здесь балуется все на кроватке. Матрас, кстати говоря, шикарный. Вообще, ну, как бы, в принципе, кровать очень классная, мы довольны. Любит она, конечно, телефоны, смотреть в них. Вот ей всегда очень нравится, там что-то улыбается, если себя видит, да? Если себя видит, улыбается. Вернее, наверное, меня видит, да? Заяц, а? Да? Зайчик. Ну и мы, конечно же, продолжаем изучать новые грани гимназиума. Он наконец-то интересен, поэтому она периодически с ним играет. Все еще докупаем по мелочи для дома, и сегодня дождик, поэтому нам захотелось прогуляться. Раз дождевик на коляску, и малышка трёт глазки. Сладенькая моя, так она морщится, смешно. Это я решила заодно заглянуть в Чики, посмотреть, что у них есть. Может быть, есть что-нибудь интересное, что стоит тоже докупить. Плюс я в поиске еще большого такого спального мешка. Не знаю, где его взять. Вот как раз смотрю, интересуюсь, чтобы как раз моей крошке тоже было тепло спать. Вот подумала, может быть, он здесь все-таки есть. В магазине вот такой вот ассортимент, все достаточно милое, вот как раз отдел для девочек. Я именно зависаю в нем. Потом покажу, что мы в итоге купили. Увидела, что я ее снимаю, а? Да? Увидела, просекла все. Ну а дома мы продолжаем наши занятия на коврике. Я расставляю ей различные игрушки, чтобы у нее как раз было желание и повернуться, чтобы полежать на животике и разглядывать все. Книжки ей, кстати, очень нравятся. Она прям любит на них зависать. Периодически я стараюсь прям с ней листать, рассказываю, кто там изображен. Она в такие моменты часто отнимает страницы и хочет листать сама. У меня сегодня занятие испанским, и я пока что одна, никого нет, жду как раз преподавателя. А это наш обратный путь с малышкой домой. И, конечно, кофе. Я не снимала сам поход, чтобы сделать прививку, потому что ходил мой муж. Я решила в этот день все-таки поспать, плюс там одна прививка, не так страшно. Поэтому пока я отсыпалась, он сводил как раз нашу малышку на прививку. В этот раз ей кололи тоже в ногу, был всего лишь один укол. Вот там по графику одна прививка. Перенесла она хорошо. Во-первых, в сам день она была достаточно бодрая, активная, как бы, то есть это совершенно никак на ней не сказалось, не повлияло. Вот единственное, вот мы с ней все-таки пошли гулять, вот она больше спала. Это, наверное, единственное какое-то отличие. Мы регулярно мерили у нее температуру на всякий случай, все было хорошо. В общем, она не поднялась, так что эта прививка прям вот хорошо у нас перенеслась. Так у нас подходит к завершению аренда данного жилья. Мы пробовали здесь полгода, даже не верится. В принципе, это было неплохое жилье. Конечно же, здесь были какие-то свои нюансы и минусы, с которыми мы как бы мучились. Но в целом, в принципе, как бы вполне себе было неплохо. Я буду вспоминать это место с теплотой, потому что мне очень нравилось, конечно же, расположение. Мне кажется, что это главное, как бы главный плюс вообще вот данного жилища. Был вот, на мой взгляд, мы идеально как раз его выбрали, учитывая то,
что мы первый раз оказались именно в Буэнос-Айресе, и вот это расположение, мне кажется, самое оптимальное в плане того, чтобы посетить какие-то все места, и в плане удобства, конечно, для жизни. А еще что хотела сказать? Собираем вещи, будем переезжать уже в свою квартиру. Мы съедем немножко раньше, вот, потому что у нас там все, в принципе, готово, вот все готово как бы к тому, чтобы уже спокойно можно было жить со всеми удобствами. Часть вещей мы уже перевезли, вот осталась прям вот какая-то еще небольшая часть, мы ее как раз будем завтра перевозить. То есть у нас завтра прям вот будет основной переезд со всеми вещами. Квартиру мы как раз приводим в порядок, чтобы тоже сдать в хорошем состоянии. Вот так выглядит часть сумок, которые я как раз складываю. В принципе, сумок у нас будет немного, и осталось еще 2 чемодана. Вот это все, что нам нужно будет как раз вот именно перевезти. Помимо этого еще кроватка, ну, типа гимназиум, всякие такие еще вещи малышки, потому что мы их в последнюю очередь будем привозить. И вот коврик тоже для ползания, его тоже нужно будет перевести. А так мне на самом деле не терпится переехать, потому что у нас там очень классная кровать, мне она прям мега нравится, там такой офигенский матрас. Я очень довольна тем, что мы все-таки выбрали именно ее. И диван тоже очень радует, особенно на контрасте с тем диваном, который у нас сейчас здесь. Вот этот маленький, и он старенький, он весь просел, ужасно неудобные подушки. Полгода, конечно, на нем, ну, как вот последний, наверное, месяц был прямо тяжеловато. И когда я была беременная, ну, как бы мне было немного не очень удобно с него, как бы, да, вставать. Сейчас, когда малышка тоже 6 килограмм, тоже есть свои трудности в плане подъема какого-то с него, ну, как бы, когда на нем сидишь. Ну и плюс нам с мужем тесновато на нем находиться. Если хочется еще как-то малышку, допустим, рядышком положить с ней, как бы, да, посидеть, ну, как бы, чтобы она была тоже под присмотром, то в данном случае это вообще невозможно. Так что я радуюсь классному дивану, классной кровати, которая меня ждет на новой квартире. Ну что ж, пока что наша самая любимая игрушка. Мы любим в нее играть и дома, и в коляске. Эта штука нам хорошо заходит, да, зайца? Шуршалка какая у малыша шуршалка. Всегда рада вашим комментариям и вопросам, обязательно пишите. Ну а если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк этому видео. Надеюсь, что вам нравится формат влога из Аргентины. И, конечно, мои мамские будни. Что ж, увидимся в следующем видео. Всем пока-пока, спасибо за просмотр.